Приветствую, дорогие друзья! С вами Ева, Ева Таро, Great People. На этом канале мы разбираем сильные стороны известных людей. И сегодня наш герой Стив Джобс. Человека, которого знают абсолютно все. Из мира технологий, успех, инновации. В общем, давайте смотреть на него. Сегодня пришла колода. Это тоже всегда для меня что-то значит, какая колода идет на человека. Без сомнений на него пришла колода светлого провидца сразу же. Интересно, что я там хотела заколочку, там что-то поправить волосы, когда уже поставила камеру, готовлюсь к раскладу, и понимаю, что это все не имеет значения. Вы знаете, вот этот человек, у которого, понимаете, вот для него ничего и не имело значения, кроме как идеи. Вот эти внешние атрибуты, какие-то украшательства, какие-то вещи, понимаете, все это, особенно в начале его пути, в начале большую часть его жизни, но, в общем-то, потом, конечно, человек в течение жизни трансформировался, но мы начнем, наверное, с его юных лет, сильные стороны, и потом более, вы знаете, обычно я смотрю человека целиком или в тот момент, да, его самый яркий период жизни, но здесь как будто бы у меня возникает желание посмотреть этого человека. Вот даже вышло двойка пентаклей, как бы два периода его жизни, да, на начальном этапе его развития и чуть-чуть позже. Ну что, начинаем. Жара, Бодрум, Турция. Вы знаете, Бодрум достаточно близкий и по климатически, и визуально есть определенные такие пейзажи, которые как раз намекают на Калифорнию. И даже вот я села в таком месте, записывает расклад про Стива Джобса, да, очень напоминающий мне лично их на презентации, да, когда они снимают, в общем, такую какую-то атмосферу пытаются передать. Попытаюсь я тоже сегодня это сделать. Ну вот, понимаете, первое, что мне сразу же идет, это человек, который, понимаете, для него идея, для него какая-то цель, вот это вот... Он настоящий айтишник. Если у вас есть друзья, знакомые или люди, айтишники, не просто на словах, а вот вы с этими людьми жили, общались, вы понимаете, с чем вы имеете дело. Айтишники – это особая категория людей, понимаете? Вот они немножко такие, знаете, в каком-то смысле не из мира сего, как художники, немножко еще по-другому. Просто у меня и в семье, и в друзьях очень много айтишников, и сама я пару лет училась на электронике в самом начале своего пути, еще там, когда мне было там, 18 лет, да, то есть пару лет я посвятила автоматизации, я прекрасно понимаю, что это такое, какие люди и как они живут. Так вот, он айтишник до мозга костей, понимаете, вот он в начале особенно его пути, я смотрю, это вот он мне напоминает мальчика, который нашел конструктор Лего, и вот он его собирает, его так интересно. Весь остальной мир просто не существует для него, понимаете? Настолько погружен, увлечен этим процессом, вот как настоящий художник и творец, понимаете? Вот он настолько, когда горит этой идеей, она его восхищает, она его манит. И, знаете, пусть весь мир подождет. Там даже нет такого, что весь мир подождет, потому что он в этот мир и не придет, он ему и не нужен. Он живет одной идеей, понимаете? Вот опять же говорю, если вы сталкиваетесь с людьми IT, причем не просто которые как-то так работают, а действительно людьми увлеченными, талантливыми в этом, вы понимаете, о чем я говорю. Это люди очень погруженные, иногда эмоционально, они достаточно сдержанные, такие, знаете, скупые. То есть у них очень много непроявленных таких эмоций, но в своем деле они так увлечены, они так горят этой идеей, их так горит вот это все время в чем-то разобраться, что-то сломать, разломать, починить. Вот эта вот идея, она их настолько будоражит, понимаете, вот его это настолько будоражит, что он, как сказать, сейчас я вам скажу, вот слово такое идет из потока. Такое идет, вот знаете, вот это как к подростку, если в комнату постучаться, да, он разозлится, фыркнет, типа не трогайте меня, не отвлекайте меня. То есть моя идея настолько для меня важна, видите, все жезловые карты на него ходят. Рыцарь жезлов, он настолько говорит идеи, чтобы его просто никто не отвлекал. Понимаете, если вы не можете мне помочь, просто не отвлекайте. Мне вот, кстати, идет, что... И сразу же с потока идет, что это человек такой, знаете, не одиночка, ему нужна была команда, в принципе, по жизни так оно и получилось. Опять высшие все арканы выходят на него, посмотрите. Еще раз по второму выходит кругу, хотя это вытащила из середины. Из разных частей колод вышел маг и вышел иерофант. Человек, понимаете, вот он уже был рожден для того, чтобы тоже такая вот очень старая душа. Он мне, кстати, напоминает по энергии чем-то Илона Маска. Но его очень большое отличие Илона Маска. Илон Маск человек амбициозный. Он тем, что он делает, подпитывает свое эго. Но Стив Джобс, особенно в начале своего пути, как это мальчик, такой Шкодина, понимаете, в хорошем смысле, интересующийся, с очень живым умом.
Понимаете, вот он пришел в этот мир, и у него уже эта мысль, у него есть разобраться, что-то там, это, понимаете, у него есть огромный потенциал к этому, потому что он это внутри знает. И я вот смотрю, что для него даже вот не самому там сидеть ковыряться, понимаете, а вот чтобы еще были люди, которые, ему очень важно, чтобы были люди, понимаете, если Илон Маск такой человек, который на вершине, он как бы, помните, мы, если кто смотрел уже Татарстан, даже я записывала рассылку, как будто бы вдали от всех, то здесь я сижу в центре как бы событий, там вода течет, там еще что-то, да, и ты настолько погружен в свои дела, что тебя все не отвлекает. И тебе хорошо, чтобы рядом были люди, которые также заражены идеей твоей или этой общей, так же, как и ты. И только тогда у него раскрывается его потенциал, понимаете? То есть он не такой игрок, единоличник. Ему не нужно быть выше над другими, понимаете? Он, понимаете, вот есть люди, которые могут работать в команде, но в команде им нужно быть лидером. Вот, я бы так сказала, да? Но в то же время им нужна команда. То есть Илон Маск совершенно другой человек. Он не командный игрок. Он не командный игрок. А Стив Джобс, особенно вот по молодости, по юности лет, когда все только у него начиналось в жизни, он был командный игрок, и ему очень хотелось иметь, знаете, такую вот команду людей, которые разделяют его интересы, потому что это его усиливало. Это его усилило, давало ему опору, и они, вот знаете, как такие пацаны, которые собираются играть в футбол. И даже, может быть, они совершенно разные, но вот эта их идея объединяет, и они в этом азарте, почему-то вот про футбол, понимаете, потому что для него вся жизнь вот как будто бы игра. Вот он, понимаете, он не воспринимал, вот почему вот у меня, сейчас вот я записываю про Стива Джобса, но у меня про Илона Маска и про Стива Джобса одинаковые идут энергии, потому что для них обоих жизнь игра. Для них настоящая жизнь – это необычная, вот эта человеческая, социальная какая-то там жизнь. Для них единственная, настоящая, истинная жизнь – это мир технологий и развития. Вот там интересно, вот там жизнь, понимаете? Вот там вот жизнь в уме, в голове, в мыслительном процессе, понимаете? Все, вот этот весь остальной мир, он настолько неинтересен, настолько скучен, настолько примитивен, понимаете? Что моя идея, почему-то я вот отложила карту, она, понимаете, вот эта карта вот на него. Я ее почему-то инстинктивно я ее положила на карту правительства. Посмотрите, как я положила эти карты. Я положила карту его на... То есть у него, во-первых, у него эта идея, он родился уже с этой идеей, понимаете, на подсознательном в нем как будто бы уже была заложена вот эта вот искра и очень старая душа, которая уже в этот мир пришла не для того, чтобы проходить жизненные уроки, а для того, чтобы что-то передавать людям. Вот. Сейчас очень много душ на Земле, у которых проходят последнее воплощение, и они уже отрабатывают не свои уроки, а своей жизнью передают какие-то знания, какие-то инновации другим людям. Так вот, Стив Джобс один из таких людей. У него достаточно старая душа, и для него, понимаете, вот это, знаете, как говорится фраза, мне этот мир абсолютно понятен. То есть ему вот это вот все в жизни, вот эта вся мирская суета настолько чужда, потому что идея создания, идея развития, постоянно какие-то вот инновации, докопаться до сути, что-то там вот это расковырять, понять, ему это настолько интересно, даже не могу вам описать. Вы понимаете, почему этот человек стал таким известным? Потому что сложно себе представить человека, настолько сильно живущим идеей. Вы скажете, что у нас обязательно будет еще и Тесла, не Илон Маск, да, а изобретатель, у нас будет Эйнштейн, и мы посмотрим еще таких вот людей, которые, в общем-то, технологически, да, стали такими, внесли такой прорыв в развитие человечества. Это очень интересно будет посмотреть. Это у меня в очереди эти герои. Вот. И сейчас мы посмотрим. Что я хотела сказать, сбилась. Так вот, Илон Маск такой человек, понимаете, который пришел, и для него не так важно, понимаете, прожить человеческую судьбу, там что-то, семья, как бы, это все по боку, это все будет, не будет, это все настолько не важно. Главное, чтобы я смог что-то привнести в этот мир, понимаете? Это его главная идея, это его сильная сторона. Почему он стал таким известным? Почему он добился успеха? Потому что это был его приоритет по жизни, понимаете? И вот что интересно, если сравнить Илона Маска и Стива Джобса, то у Илона Маска, у него изначально была задача, как бы я хочу быть выше, сильнее, круче и так далее. То есть у него есть на это, как бы, понимаете, такой вот, как сказать, все время запрос постоянно. То есть он как бы делает какие-то успешные какие-то проекты, да, но при этом, почему я все время привожу его в пример, понимаете? Потому что вроде бы есть какая-то общая энергия, но совершенно противоположная, потому что буквально я совсем недавно записывала про Илона Маска. Представляете, у меня стоит здесь рядом, значит, Стэнли термос,
да, тоже, кстати, да, вещь, и вот он протекает. Вот, кстати, это не просто так вдруг почему-то у него начало, видимо, растаял лед, и он начал из него переизбыток воды, понимаете? Вот это абсолютно то, что у него есть огромное как бы знание, интерес доковыряться что-то, и хочется поделиться с этим с другими людьми. И вот это, знаете, как получается, течет банка, понимаете? То есть есть проблема. То есть это не человек как бизнесмен, который... у него есть, кстати, жилка бизнесмена. Так вот он не просто хотел решить боли других людей, он хотел привнести в этот мир чудо. Понимаете, вот слово чудо идет. Вот это, наверное, самое подходящее слово. Однозначно, понимаете, здесь по умеренности идет такой момент, что у человека были на самом деле очень благие цели. То есть эмоционально абсолютно заряженный человек любил и всю жизнь любил то дело, которое он был. А потом со временем начало меняться, я смотрю, что бизнес-жилка начала преобладать, это мне вот сразу из потока идет. Но изначально человек, в принципе, всегда горел, и он, когда уже потом, кстати, начал бизнес процветать, сказать, что вот он, знаете, вот я начал зарабатывать деньги, я стал многомиллионной компанией, и я перестал развиваться, докапываться, приносить что-то новое, нет. Даже когда, знаете, вот есть люди, которые деньги приходят, в тумбочку кладут, они там не разбираются, как их инвестировать, как чего там и так далее, да, то есть он, как человек, в этом смысле, знаете, такой, опять же, это вещи, которые его отвлекают, слишком они земные, слишком они бытовые, понимаете, для его как бы ума. Слово вот гениальности не очень мне, кстати, про него подходит. Именно слово такой, знаете, уникальности, исключительности, концентрации его ума. Да, видно, да, что я пользователь устройств Apple. У меня есть все устройства Apple, я их обожаю, потому что я использую для работы. Расклады я записываю на iPhone. Без наушников, понятно, жизни нету. На лэптопе я монтирую, работаю. На большом маке у меня все мои проекты архитектурные, я работаю много лет. Поэтому Apple Watch, в общем, у меня есть абсолютно все устройства. У меня это связка, там iPad и так далее. То есть я не могу жить без этих устройств, понимаете? И, понимаете, еще раз мне выходит эта карта. Это была его задача, понимаете, что-то принести людям. Вот изначально такой посыл абсолютно бескорыстно что-то сделать для людей, подарить что-то, что сделает жизнь лучше. И как многие бизнесмены делают что-то вроде как для людей, бизнес, да, есть бизнес, понимаете? То есть, с одной стороны, да, я хочу что-то сделать для людей, но тут же я просчитываю, сколько это будет стоить, сколько я там заработаю и так далее. Здесь исключительность этого проекта, успеха и так далее, не было никакого просчета очень долгое время, не было никакого просчета, была просто идея, было просто желание что-то привнести полезное, интересное, чтобы, как бы, знаете, вот, подарить что-то вот человечеству, людям, что-то в этот мир привнести, понимаете, улучшить. Вот улучшайзеры, айтишники такие улучшайзеры, понимаете, жизни, и они хотят пофиксить, вот понимаете, такие фиксики, они хотят пофиксить. Вот. Он айтишник до мозга костей, понимаете, такой в 100-й степени. Вот если вы встречали, еще раз повторюсь, в своей жизни айтишников, каких-нибудь знакомых у вас есть, друзья, у меня в семье и друзья, и все, то есть я это со всех сторон меня обложили. Это такие люди немножко, знаете, вот они как, ну, слово аутистичного такого, знаете, склада не очень подходит, но может и подойти, да, вот кто понял, тот понял, да, то есть люди немножечко, они как бы здесь, но не здесь, они как бы очень сильно живут, как и художники, я же просто тоже архитектор-художник, поэтому я прекрасно, мне с ними очень легко и близко, потому что я их понимаю. Я также живу вне мира сего в каком-то плане. Дальше что мне идет? Сильная сторона Стива Джобса. Когда он ставил себе какую-то цель, когда он загорался какой-то идеей, на какой-то момент он мог уходить очень сильно глубоко в себя. Это, знаете, вот до того, что... Допустим, я выключаю звук на телефоне, мне не звоните, не пишите, с людьми он как будто бы дистанцировался, уходил в себя, вот поэтому здесь такой идет немножко аутистический, как аутист, да, то есть я как бы вот подальше, потому что все эти звуки, все эти люди, все вот эти вот события, они отвлекают меня от главного, я могу сбиться, то есть мне нужно весь свой ресурс, все свои мысли, да, то есть в этом сильная сторона этого человека, которому можно поучиться, то есть когда он ставил себе какую-то цель, одну главную свою цель, понимаете, он все свои ресурсы бросал туда.
И он как будто бы, знаете, вот мне такой образ идет, что он как будто бы, ну, неосознанно, понимаете, вот все эти вещи, я его описываю, я сейчас просто прикоснулась к его энергии, да, то есть понятно, что его уже нету, да, и как я и говорила, что вот если я смотрела других, помните, я смотрела Диану, «Молодая душа», так вот у нее уже есть воплощение, да, на этой земле. Так вот, Стива Джобса, у него сейчас нету воплощения именно на нашей земле. Поэтому я сейчас, когда его смотрю, у меня есть абсолютно свободный доступ к информации, но как будто бы это, знаете, что-то очень далеко уже отсюда, очень далеко, понимаете, очень далекая энергия. И я даже, когда, вы знаете, я когда прикасаюсь к людям, которые здесь рядом, я вот прям вот чувствую их рядом, то здесь эта энергия не рядом, для которой, это сейчас энергия, которой мне нужно делать только, знаете, квантовый скачок для того, чтобы ее коснуться. Так вот, он был таким человеком, что я и сказала, поскольку это было его такое, знаете, вот последнее воплощение на этой земле, а до этого у него было, у его души очень много воплощений. Сейчас я вам какое-то подтверждение сразу вытащу, понимаете? У него было очень много, сейчас я собьюсь, если на эту тему переключусь. Так вот, из-за того, что это последняя душа, последнее его воплощение, для него уже мирские вещи неинтересны, поэтому он тут же просто вот, он мог быть очень грубым, неприятным человеком. Вообще айтишники, если вы с ними вы общались, это очень часто люди крайне не супер такие, знаете, эмпатичные, какие-то такие, знаете, эмоциональные. Это люди достаточно в большей степени себе, очень закрытые, очень такие, немножко он такой, у них очень холодный технический ум. Так вот, он был таким человеком умножить на 100. И он мог даже раздражаться, мне вот идет, когда... он мог раздражаться, когда его отвлекали от его идеи. Здесь тройка жезлов. То есть он, его путь, его идея, понимаете, вот здесь вот он один. Это, знаете, вот абсолютно здесь классно, такая серфить. Вот ему нужно серфить, у него там такой процесс, такой адреналин. Его так захватывало, я же говорю, как маленький мальчик, которому подарили лего-конструктор, до которого он дорвался. И желательно в комнату даже не стучать. Про входить я даже вообще молчу. Не стучите даже в комнату. Понимаете, опасно для жизни. Потому что вот это вот... смотрите, какая здесь красная. Видите, здесь мандала. Здесь такой момент вот идет, что... Забыла это слово на русском, не мандала. Сейчас, подождите, я... Видите, вот это переключение между большим количеством языков постоянно очень сужает словарный запас. Я это знаю по себе, но, видите, такая жизнь. В общем, есть даже книга, очень известная книга, мне она очень нравилась. В общем, я напишу здесь, если потом вспомню. Потому что это важный момент. Понимаете, очень глубокие знания за этим стоят. Очень глубокие знания. И поэтому здесь кристалл. Потому что это концентрация всех его воплощений, всех пониманий. И, наконец-то, понимаете, душа уже настолько старая, которая понимает, что... Самое главное, самое интересное, что я могу сделать здесь, на этой планете, это сделать жизнь других людей лучше. И, кстати, вот если у Илона Маска есть задача оставить след в истории, как там у Трампа и у остальных наших героев, да, например, кстати, у Зеленского, первого героя нашего, нет, у него нет желания оставить следы в истории, у него есть желание тоже как бы пофиксить, решить проблемы, как бы бороться, да, добиться для людей, опять же, для людей. Вот интересно, что на него тоже выходит, именно на этих двух героев вышла карта светлого провидца. Это люди, которые... Что вот Зеленский, что, кстати, вот Стив Джобс, это люди, которые готовы работать, трудиться, вкалывать для себя, поскольку, понимаете, для людей. Им очень хочется сделать в этот мир что-то, привнести, что-то какое-то новое, сделать какой-то прорыв, перевести людей, человечество на какой-то новый виток. Так, ну давайте я говорю по кругу об одном и том же. Так, друзья, по кругу говорю об одном и том же, по сути, потому что, знаете, это его главная сильная сторона, и, конечно, поскольку я прикоснулась к его энергии, я ее трогаю, и она такая, знаете, вот она такая таинственная, такая игривая, такая непосредственная энергия была в начале его, как бы, пути создания вообще этой компании и этих продуктов, что просто не хочется, знаете, отлипать. Особенно как человек, который, знаете, такой фанат этих продуктов, да, я безумно благодарна за то, что есть возможность облегчать свой ежедневный труд, потому что когда я только начинала карьеру архитектора, да, то есть ты чертежи перечерчивал понятно, что делать все это карандашом, на ватмане, потом ты так серишь, потом корректором замазываешь, да, то сейчас для того, чтобы подвинуть одну стеночку, линию или что-то на эскизе поправить, даже акварельном, понимаете, тебе просто нужно это как бы сфотографировать и залить в какое-нибудь приложение Procreate условно.
Понимаете, вот здесь на него выходит его следующая сторона, королева Пентаклей. Понимаете? Очень хорошая показательная карта. То, что я ему сказала. То есть он начал это делать как интерес, но потом, поскольку душа очень старая и очень зрелая, он смог это превратить в большую компанию, в большой бизнес. Не каждый человек, который создает и создавал какие-то нововведения, какие-то инновации, имеет потом возможность, глубину, силу, знания и потенциал для того, чтобы это превратить во что-то очень стабильное, доступное всем людям и верить в это, понимаете? У него вообще, вот опять же, вот видите, королева Пентаклей, такой немножко взгляд свысока, потому что он уже прошел очень большой путь, и как душа, и как человек, и он понимает, что это круто. В этом могут сомневаться другие люди, понимаете? Это может быть, для него это все не важно. Я это знаю, что это ценно, что это ценный продукт, что это ценная идея, и я буду это нести до конца. Понимаете, вот в этом сила его. Его уверенность в себе, в том, что он делает. И ему, вообще говорю, что вот закройте все эти двери, и оттуда просто не выдавайте звуки, не отвлекайте, понимаете? Вот он, кстати, мог быть таким человеком, немножечко таким, знаете, грубоватым. Я же говорю, как любой айтишник, он мог быть, знаете, казаться таким, как будто бы, знаете, вот, это слово не агрессивным, но вот действительно таким грубым, не теплым. Потому что, ну вот, смотрите, сразу же карта выходит, понимаете? Ну, я не знаю, как помешать колоды, чтобы когда я делаю расклады, потому что я делаю расклады еще на второй канал Оракул Таро, но когда я делаю расклады на знаменитых людей, все время выходят старшие арканы. И причем разные, совершенно разные комбинации. Посмотрите, какая комбинация выходит на Стива Джобса. Во-первых, это человек показывает, да, что человек добился огромного успеха и популярности благодаря, то, что я и сказала, уверенности в себе. У него, знаете, вот даже вот эта поза, как он здесь сидит, и мне вот из позиции идет, то есть, что мне абсолютно, даже такое слово идет плевать, грубое, да, мне пофигу вообще, мне плевать, мне все равно, что вы там думаете, нравится вам, это не нравится, да, я буду делать так, как я вижу, у меня есть my vision, у меня есть мое видение, и я знаю, что оно истинное, правильное, потому что я знаю, понимаете, вот я знаю. Человек, которого невозможно сбить с пути, понимаете, его невозможно было сбить с пути. Поэтому сейчас весь мир практически пользуется его устройством, понимаете? Поэтому это топ-компания в плане технологий до сих пор, вот сколько лет прошло, хотя его уже нету, да? Но его идея, то, как он умеет заражать, я же говорю, для него команда важна. И он в свою команду собирал людей, которых тоже важна команда, командные игроки, которые все работают на одну цель, понимаете? И вот здесь вот сразу же выходит, смотрите, вот такой у нас был порядок, да, вот так вот они вышли карты, вот так вот. И дальше. Он понимает, что поскольку, то, что я, еще раз мне постоянно идет, что воплощение последнее было, понимаете? Это ключевой момент вообще в том, как он жил жизнь, как он выстраивал отношения. Он понимал, что какие-то уже вещи я понял и как бы прожил, и я играю до конца. То есть я могу проиграть во всех остальных сферах своей жизни, с кем-то у меня что-то может не получиться, кто-то меня может любить, не любить, понимаете, вот это идет. Но я буду идти и следовать за своей идеей, чего бы мне это ни стоило, здоровья, жизни, дружбы, там, мнения других людей и так далее. Ему вообще, кстати, вот говоря, вот этот человек, ему вообще было, если вот многие знаменитости, им крайне важно, чтобы их любили, там, им восхищались, ему вообще это не важно. Ему было важно, чтобы восхищались его продуктом, его деятельностью. Вот я поняла, вот это сильная сторона, понимаете? Поэтому я сказала, что он не бизнесмен. Ему вообще не нужно было как таковое восхищение. Вспомните, как он одевался, да? То есть я поэтому говорю, что мне хотелось одеться максимально просто. Внешние атрибуты не важны. Внешне абсолютно не важно. Я хочу, чтобы люди оценили по справедливости и увидели мой труд и воплощение. То есть отражение мое в моем продукте, вот это оцените, вот это мне будет важно. А я что? Я так, я просто выполняю свою работу, понимаете? Вот это главное. Я вот шла, вот это, думаю, что-то меня ходит все вокруг, да около, крутят меня. Я просто не могла вот это, знаете, нащупать слова, правильно облечь. Просто вы должны понять, когда я пишу расклады, я читаю из потока, то есть я нахожусь в энергии этого человека, я его чувствую, и я как бы свой анализ не провожу. Я просто, может быть, речь быть не связана, я какие-то слова повторяю по 10 раз. Я понимаю, это бывает сложно, наверное, слушать, но хочу вам объяснить, что я действительно прикасаюсь к энергиям других людей, я их чувствую. И вот этот человек, который, понимаете, вот даже я, как вам сказать,
я очень много записываю раскладов, и удивительно, что обычно люди прилипают, они магнитятся, они ходят, они мелькают. Сегодня удивительный просто момент, когда хочется убрать лишние атрибуты, даже хочется, знаете, вот что-то снять, там никаких там этих заколочек, ничего не отвлекающего, да, там люди, которые что-то там делают, все не имеет значения. У меня есть моя идея, у меня есть моя цель, четверка пентаклей, и дороже цене этого нету, понимаете? И я буду держать это при себе. Вот хорошая карта, вот это как он относился к тому, что он делает. Это как ребенок, понимаете? Это даже не то, что ребенок. Ребенок, которого ты держишь не вот так, вот его проект, это ребенок, которого ты держишь вот так, понимаете? Выше себя, вот, я поняла, понимаете? Вот его проект, и поэтому он выходил там на сцену, да, там на этой сцене ничего, главная презентация продукта. Кто ввел такую вот мощную, огромную презентацию продукта? Он презентовал не себя, он презентовал продукт, понимаете? Вот он приходил и говорил, смотрите, вау, смотрите, это изменит все, понимаете? Не я изменил все, не смотрите, там, я какой классный, я там смог. Как у нас там, понимаете, вот как у нас на раскладах уже был Илон Маск. Посмотрите, кстати, эти расклады, я оставлю ссылочку. Здесь я второстепенный человек, понимаете? У него эго уже давно решено. Я же говорю, старая душа, последнее воплощение, понимаете, по жрице, последнее. Поэтому он уже понял вот эти все вопросы, житейские эго, он все это проработано. Есть продукт, вот это главное. Я это сделал для вас, понимаете? Вот это главное. Это его сильная сторона. Но, понимаете, это нужно прожить было сколько воплощений, пробить огромный путь, чтобы искренне внутри не умом, а действительно так жить и так чувствовать, и так относиться к тому делу, которое ты делаешь. И, соответственно, почему вы скажете, компания столько... Вот не зря эта карта мне уже 3-й раз выходит, я про нее все хочу сказать. Не зря компания, даже после того, как он ушел, там все говорят, что он там ничего не меняется, там мало изменений и так далее, да. Но тут, понимаете, дело сейчас не только в компании там Apple как таковой, да, а дело в общих тенденциях, что происходит в мире, да. Все мы прекрасно чувствуем, каждый сам на себе, кризисное положение, да, сейчас. Поэтому почему даже в такие тяжелые, непростые времена для мира компания все равно остается одна из лидирующих, да? Там на сток-маркете они все равно держатся, и они всегда, даже если вроде как бы кривая падает, но они все равно делают постоянно какие-то рекордные продажи. Потому что он сам был таким человеком, которому не важно была своя персона, а важно было то, что я делаю. Знаете, вот абсолютно вот я этот образ, когда ребенок, которого я нешу, понимаете, такой вот миру, как Lion King, помните, вот он этого взял, вот, возьмите, вот это, возьмите, мне не жалко, возьмите, да, я хочу, чтобы это, да. Он таких же людей собирает себе команду, поэтому его компания продолжает идти там, тем же путем. Она могла, допустим, человек ушел из жизни, компания все, да, там, накрылась. Нет, во-первых, он уже за то время, когда он строил уже как бизнес, строил компанию, да, он горел идеей, но он притягивал в свое поле и таких людей, извиняюсь, стол дергается, он притягивал в свое поле таких людей, которые способны тоже работать в команде, и для них самое главное – это дело. И они могут, даже если кто-то будет лидером, кто-то будет лицом этого дела, но они вместе будут работать на благо. То есть он так выбирал себе в команду таких людей, и они до сих пор выбирают таких людей, которые в первую очередь горят идеей. Понятно, что у любого бизнесмена, талантливого человека есть амбиции и так далее, желание там заработать, понятно, но это никогда не приоритет. Для Стива Джобса это не было приоритетом. Дальше поехали. Какие у него еще есть сильные стороны? Давайте, наверное, последнюю разберем. Королева мечей. И здесь такой момент идет. Его очень сильная сторона, которая его сделала известным, это то, что, опять же, все возвращается к тому же, поймите. Ну как? Потому что в этом была вся его жизнь, понимаете, ничего, по сути, другого не было. Поэтому я говорю по кругу об одном и том же. Это было главное, это главное, что было в его жизни. Если мы смотрели других персонажей, понимаете, у них было и то в жизни, и то. У человека было вот это главное. Так вот, здесь по королеве мечей он умел, даже когда пришла слава, успех и деньги, все равно держать фокус на своей идее и не отвлекаться на все остальные вещи, понимаете? Вот это очень сильное. Поэтому удалось, в продолжение того, что удалось сохранить команду, и бизнес по-прежнему процветает. Мы по-прежнему все покупаем Apple, мы по-прежнему там год, через два все по-разному, да, обновляем все устройства. Так вот,
именно это делает его очень сильным человеком. И масштабнее, и круче, я бы не побоюсь этого слова сказать, других инноваторов и так далее. Потому что даже когда он начал чувствовать успех, он все равно оставался верен своей идее, своим ценностям, он сохранял этот холодный ум. То есть ему от славы башню не сносило, понимаете? От денег ему башню не сносило вообще. Именно вот в таком вот смысле, понимаете, глобальном. Он все равно, да, я вот смотрю, что на какой, это не прям не категорично, нет, на какую-то часть, конечно, ну как бы мир есть мир, да, мы все живем в дуальности, но в целом, все равно человек сохранял вот это вот, понимаете, четкая ясность понимания, куда вообще я иду, куда мой вектор, какая моя главная цель, какая моя главная идея. Это было очень сильно, потому что многие люди, когда добиваются успеха, им не удается, понимаете, они или расслабляются, они или, ну все, я сделал, как бы хватит. Нет, он сделал одно устройство, победил, захотел другое. Помните, вот, наверное, самое такое прогрессивное было устройство, это как, вот смотрите, вот вспомните, вот понятно, что там маки, там ипады, вот что самый такой прогрессивный был продукт? Когда появился этот, как он назывался, AirPod, да, когда мы смогли музыку слушать не в кассетнике, а когда мы уже смогли слушать музыку там, в наушниках, да, то есть и, по сути, дела, была такая классная белая, там, и в те времена это было прям единицы могли себе купить, если там сейчас себе наушники может купить там практически каждый там второй человек, ну, условно говоря, да, то есть который там работает, который там имеет какой-то там доход и так далее адекватный, то тогда купить себе этот AirPod, это было, знаете, такая достаточно редкость, это был такой шик, поэтому вот это был таким, знаете, первым прорывом, помимо того, что, понятное дело, там, MacBook и так далее, но вот то, что ты можешь слушать музыку так вот налегке с такого красивого устройства, это, конечно, было очень таким большим прорывом. Мне почему-то идет, вот знаете, почему мне это пришло? Он этим больше всего гордится, кстати. Вот из всех своих устройств, кстати говоря, вот это он гордится им больше всех. Потому что компьютером и так далее, потому что это вроде как он считал так, что это более для узкого. Вот такой интересный момент, я прям почувствовала, я сейчас сказала, и как будто бы мне от его души такой, знаешь, такой ответ: наконец-то ты поняла, тупица. Он, кстати, так мог говорить с людьми. Я же говорю, он мог достаточно быть грузким. То есть, когда касается... Боже, я вся таю, тут очень жарко. Прям как в Калифорнии. Он мне говорит: тук-тук, войдите. Понимаете, потому что он действительно, для него все люди немножечко глупее, чем он. Не могу, это очень смешно. Просто я сейчас к его полю прикоснулась, и он понял, наконец-то ты доперла. Сказала главное, а тут 30 минут о всякой ерунде говоришь, которую он говорит, на которые так ясно. Так вот, он больше всего гордился именно этим устройством, потому что там компьютер, все, что там это, знаете, технологично, это вроде как и для него, и вроде как для людей, которые смыслят, это, ну, как бы, которые работают, да, но вот этот, как он назывался, там AirPods маленький с наушниками, да, то есть это то, от чего люди могут получать удовольствие массово и все, понимаете? И теперь это уже у каждого даже в кармане есть. То есть это он считает своим главным достижением, то, что он дал миру. Вот это его, кстати, его душе. Я сейчас вам скажу, вот он сейчас просто, он такой: браво, Ева, ты, знаешь, с сарказмом. Вот он мог так с людьми, кстати, общаться, таким немножко таким сарказмом свысока, то есть он как бы такой, знаете, как наставник: браво, Ева, ты сообразила, наконец-то, ты поняла. Ну, как любой айтишник, доля высокомерия, сарказма. Я же, опять же, повторюсь, с чего я начала расклад. Опять же, я намеренно в этой рубрике не разбираю слабые стороны, не использую критику, потому что я считаю, что поступай с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Поэтому мне очень интересно разбирать сильные стороны сильных известных людей. И вот что вам нужно понять, что человеку больше всего, что ему доставляло больше всего радости, и чем он гордился своим продуктом, когда его продукт доставлял радость большому количеству людей, понимаете? Вот это, понимаете, в мир. Его задача была обрадовать, докоснуться до всего мира, понимаете? Вот это, когда вот он это начал чувствовать, понимаете, даже вот это, понимаете, он всю жизнь жил как будто бы в напряжении. Смогу я это сделать или нет? Смогу ли я донести, добиться, распространить эту идею до конца, понимаете? Он же ушел, по-моему, от рака, да, он заболел. Вот это вот внутреннее напряжение шло всю жизнь, понимаете? Такая вот одна главная идея, одна главная мысль, она истребляла все остальные клетки как бы в организме, понимаете? Все остальное выстреблялось. Он мог быть таким человеком. Я же говорю, не зря сейчас я когда сказала,
про вот это, да, вот это, помните, устройство с наушничком на кабеле, и там ты мог слушать музыку, загружать уже, заливать себе музыку, там MP3 плеер, ну типа MP3 плеер, ну типа крутой такой MP3 плеер с этими. И вот это он из всех своих устройств, вот я смотрю, там могут быть разные мнения, он там могут разное говорить, но в душе он считает, что это самое его большое достижение, и он этим прям очень гордится. Ну да, карты интересные такие выходят, знаете, подтверждение, что да, это прям его самый любимый его девайс из всех. Вот. Ну что, друзья, такой у нас был сегодня в гостях Стив Джобс. Пишите в комментариях, что вам откликнулось. Получился долгий такой расклад, наверное, потому что я говорю, я же залипла. Вот понимаете, почему долгий расклад? Потому что я говорила все об одном и том же. Вот так вот и он. Вот он как как шарманка. Одно устройство, работа. Уйдите, не мешайте. Мне тут только одно надо, понимаете? То есть для него все вот эти разговоры, люди, это все настолько мелочно. У него есть главная идея. Поэтому с чего мы начали? По карте жрица. В общем, пишите в комментариях. Устала я, понимаете? Вот и он за свою жизнь очень устал, я смотрю, поэтому такой вот его уход был из жизни. Очень много он вложил своих душевных сил в это. Его была, как бы, понимаете, такая миссия. Он понимал, что пока я это не сделаю, пока я не перенесу все, что нужно, я не могу с этой планеты уйти и попрощаться с ней, понимаете? Вот. Ну что, пишите в комментариях, что вам откликнулось, кого вы хотите разобрать снова на этом канале. Если вам нужна личная консультация, вы хотите просмотреть себя, свои ситуации, с чем-то разобраться, переходите также на мой канал основной Ева Оракул Таро. Жду вас на новых раскладах. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. С вами была Ева и Стив Джобс в гостях. Всем пока, до связи.